Ты ее наваждение. Кто же она? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот несмотря на то, что вы мужчины, да, вот есть в вашей душе что-то такое романтичное, что-то такое вот нежное, да, вы можете любить мечтать, вы порой бываете, витаете в облаках, да, это такая ваша, может быть, даже тайное, скрытое пристрастие, такое маленькое, да, это не то пристрастие, о котором принято говорить в негативном ключе, а вот именно ваша такая какая-то иллюзорность, ваши порой замки из песка, которые вы себе строите, а потом, к сожалению, приходится очень больно приземляться. Да, жизнь начинает периодически вас приземлять. Это происходит у вас, ну, как бы уже спонтанно. Вы можете даже и неосознанно как-то мечтать, не именно вот поставили себе цель. Это касается и личных отношений, это касается даже каких-то, может быть, ну, я не знаю, и бытовых, и рабочих моментов. То есть, к примеру, вы встречаете женщину, да, вот она вам начинает нравиться, вы там влюбляетесь, вы можете витать в облаках, уже, в принципе, на перспективу строить какие-то, там, фантазировать, какие-то планы строить вот именно на эту женщину. Вы человек, который ужасно не любит одиночество, и вы его очень и очень тяжело переносите. Вот вы настолько привыкли, что вы кому-то нужны, да, вы привыкли, может быть, кто-то коммуницирует по работе, то есть общение – это ваше все. Поэтому есть среди вас такие вот одиночки, да, есть среди вас те, кто вынуждены были. Сейчас посмотрим, почему. Вы вынуждены были остаться в одиночестве, да? Опять же, мы не будем сейчас копаться в грязном белье, у каждого своя история, но вы его переносите, либо же вот если, допустим, недавно этот период у вас был, да, вот такого тотального, может быть, одиночества, закрытости, такой непростой период, очень и очень сложно. Вам жизненно необходимы люди рядом. Есть человечек, который, между прочим, я вам скажу так, знаете, забегая вперед, есть человек, ну, скорее всего, это женщина, которая за вами наблюдает и подсматривает. У кого-то это может проиграть и бывшая, у кого-то еще может проиграться, в принципе, вы даже можете некоторые догадываться, да, то ли вы как-то вот замечали, то ли ваша интуиция вам подсказывала, да, то есть какие-то факты могли быть. У кого-то из вас еще может проиграться, что вот есть женщина, которая, ну, неровно дышит, что ли, к вам. И может так, знаете, подсматривать, может подслеживать, но это в хорошем ключе. Вы человек, который всегда очень так трепетно относится и трепетно, и требовательно в то же время относитесь и к себе, и к окружающим. Из-за этого могут быть, ну, такие не то чтобы недоброжелатели, а люди, которые вас, ну, то ли побаиваются, то ли вот когда вы появляетесь, ну, к примеру, если это работы касается, а вы такой требовательный по работе, да, то люди могут немножко так настораживаться, напрягаться, да, вот, ну, то есть явился, не запылился, сейчас снова будет что-то учить, застраивать, да, тоже может у кого-то из вас такой момент проиграться. Давайте как раз сделаем маленький опрос, ребят, напишите, вы действительно вот к себе требовательны и к другим, или же нет, вот пишите все. Вы знаете, что это и полезно для продвижения канала, чем больше комментариев, тем лучше. И мне всегда очень приятно читать ваши и мысли, и ваши истории, ваши ситуации. Вы человек, который наделен, может быть, даже какими-то сверхталантами. У вас может быть вот какой-то особый талант,
Ну, я так, к примеру, навскидку скажу, да, потому что, может быть, их очень много разных. Может быть, вы, ну, что-то тонко, там, резьба по дереву, да, вот что-то такое делаете. Может быть, еще какое-то, но это может быть что-то такое из ряда вон. Вы можете коллекционировать что-то такое необычное. Но я сейчас так навскидку сказала, а вы как раз можете тоже написать в комментариях. Может быть, у вас какое-то необычное увлечение есть. Может, кто-то бабочек собирает, я не знаю, ну честно, вот просто я так к примеру привела, ну то есть это необычно, это не просто игра на инструменте, либо же рисование. Это, ну такое, может быть, даже и рукотворное что-то, вот именно когда вы руками что-то, какие-то, может быть, там, я не знаю, поделки делаете. Напишите, у кого резонирует, ребят, интересно вот все-таки действительно, чем же вы таким интересным занимаетесь? Далее. Вы человек, который по жизни и усердно работает, и в то же время вы всегда собираете довольно неплохие плоды своего труда. Ну, конечно же, у кого-то это плоды, может быть, в прямом смысле слова, если это сад, огород, дача, там, деревня, свой частный дом какой-то, да, это может быть реально вот ваши плоды, да. У кого-то эти плоды в виде денег, да, то есть вы усердно работаете и, конечно же, усердно можете зарабатывать. Между прочим, у кого-то из вас есть таланты, которые вы игнорируете. Вот еще есть такой момент, да, вот проигрывается, мне пошла такая информация, что, ну, есть среди вас, ребят, вот никого не хочу обижать, но немножко то ли это с линцой, да, вот вы знаете, что вы могли бы и то, и это сделать, но порой не хочется напрягаться, да. Порой ленитесь. Далее. Вы человек, который следит за собой, который любит очень аккуратность, чистоплотность. Вы человек, который, ну, не терпит бардака в доме. В общем-то, вы такой, знаете, вот, если так обобщить, правильный, аккуратный, даже, может быть, порой чересчур прямолинейный и достаточно вот мудрый. Вот как эта совушка, да, вы такой умудренный опытом. Кто-то полностью, так, знаете, всесторонне развит, кто-то, вот, может быть, именно по своей работе, в своем направлении. Вы довольно такой классный мастер, вы умный, вы можете учить, советовать и так далее. В женщинах точно так. Вы цените искренность, вы цените ухоженность, ну и, конечно же, для вас очень важен характер, вот именно черты характера. Так, погнали, мои мальчишки, это коротко я так немножко описала, у кого резонирует, либо же нет. Давайте будем смотреть, чье же вы наваждение, да? Чье же вы наваждение? Так. Итак, мои хорошие, смотрите, в вашем окружении есть женщина. Женщина, которая, в общем-то, много чего пережила в своей жизни. Она могла либо же быть разведенной, может быть, вдова у кого-то проиграется. Женщина приблизительно вашего возраста, очень такая домашняя, уютная, может быть, ну, такого то ли среднего телосложения, ну, такая, может быть, знаете, она не толстая, нет, ну, такая плотненькая, средненькая, ну, такая, как говорят мужчины, есть за что подержаться. Ну, не могу я не шалить, ребят, уж простите. Боже, и сейчас я понимаю, что, наверное, в начале расклада я забыла огласить тему. Ну, ничего, я думаю, пропишу под видео, да, вы прочитаете. А то что-то я сегодня вообще... Наверное, склероз посетил и меня сегодня. Смотрите, женщина, которая сама вот такое, она излучает какую-то такую невероятную доброту и теплоту. Я не скажу, что она прям такая пышечка, а то вы сейчас испугаетесь, начнете мне говорить, что вот я не люблю толстых. Она не толстая, она в меру упитанная, ну такая, как Карлсон, да? Только без пропеллера.
Она очень домашняя, она очень классная, и на ее нельзя не заметить. Вот именно, наверное, энергетика доброты. Вот даже от расклада идет какая-то энергетика доброты, тепла. Вот к этой женщине хочется возвращаться и возвращаться. С ней хочется общаться бесконечно именно из-за ее такого бесконечного тепла. Подумайте, у кого есть такая женщина в вашем окружении. Возможно, у кого-то может проиграться, что она в ближайшее время появится, да, потому что у нас общий расклад. К этой женщине вы кто-то можете быть даже вхожи в дом, либо же она к вам тоже может так проиграться. Я уже пытаюсь с разных ракурсов, да, потому что, опять же, это общий расклад. У кого-то одно срезонирует, у кого-то другое. Но то, что вам с ней будет очень комфортно, очень приятно общаться, и я вам скажу, это не без взаимности. Вы точно так вызываете у нее очень и очень теплые отношения. Вы для нее вот человек, с которым она может и поделиться, и поплакаться, и посоветоваться. Она абсолютно не показывает какие-то свои такие амурные дела к вам, да? Она абсолютно не показывает своих чувств, но реально, вот я почему сегодня и решила назвать расклад, да, вот чье вы наваждение, потому что она слишком много о вас думает, но в то же время она не показывает своих чувств. Почему она не показывает? Давайте уточним. Как ей хочется любви, как же ей хочется любви и тепла. Почему она боится это показать? Она боится показаться смешной, она боится, что вы поймете не так ее, она боится, что она может быть не в вашем вкусе. Понимаете, где собака зарыта? Вы будете с ней общаться какой-то период, может быть, кто-то по-дружески, а может быть, кто-то, между прочим, кто-то из вас точно начнет замечать ее и как женщину, но это уже со временем. Напишите, ребят, может быть, уже кто-то на сегодняшний день заметил такую женщину. Вы с ней можете общаться, ну реально, вот, ну просто как друзья, как соседи, смотря где вы с ней пересекаетесь. Может быть, это по работе, может быть, это ваша постоянная клиентка, которая частенько к вам заходит, и с которой вы можете болтать обо всем и ни о чем. Понимаете? Напишите, кто уже, может быть, понимает, о чем идет речь. Эта женщина потихонечку начнет вызывать у вас именно вот чувства как к женщине. Да, вы можете общаться сначала как друзья, как я уже сказала, но постепенно вы начнете за ней тоже скучать. Скучать за общением, скучать по каким-то вашим таким, знаете, безбашенным, может быть, разговорам, по вашим шуткам. Вы даже можете поначалу думать, елки-палки, а что происходит, да, почему меня к ней тянет? Кто-то из вас может, ну, действительно задаться таким вопросом, что такое, что происходит, да, мы же всего лишь вроде бы, ну так, знакомые, может быть так, чисто дружеские отношения, либо рабочие. Со временем начнете влюбляться и вы. Что из этого получится? Давайте посмотрим. Вот вы ее наваждение, но она слишком скромна для того, чтобы проявляться. Плюс еще вот эта неуверенность, о которой я уже говорила. То, что вы будете с ней сближаться все больше и больше, это будут не только дружеские отношения, это однозначно. То, что вы эту женщину полюбите всей душой, так же, как и она вас. Это 100%. И знаете, вот эта вот искорка любви, которая разгорится между вами, она будет очень и очень долго гореть. Потому что вам обоим будет
очень классно вместе, а вам обоим будет не хватать друг друга, когда вы, допустим, там, ну, разошлись, там, она на работу, вы на работу, вот какая-то такая, знаете, внутренняя необходимость друг в друге появится. Это что-то такое, знаете, неуловимое, это что-то очень ценное. Это состояние, когда хочется сказать: мне так тебя не хватало весь день. Я так скучал за тобой весь день, да, казалось бы, это работа, да. Я пытаюсь просто вот своими словами вам передать вот по-простому то, что я читаю по картам. Это отношение, когда вы будете друг другом дорожить, это какая-то такая, знаете, вселенская трепетность, что ли. Это замирание двух сердечек, когда можно, вдвоем обнявшись у камина, просто посидеть и помолчать, помечтать, покайфовать от того ощущения, как тебе классно вдвоем. Это женщина, которая разбудит в вас все ваши чувства, ощущения, которые, казалось бы, у вас у многих уже просто, ну так, начали умирать, замирать, да? Она в вас вселит такую уверенность в себе, как в мужчине главе семейства, как в мужчине, да, вот добытчик. Эта женщина вам покажет высший пилотаж в том, какой должна быть настоящая любящая женщина. И я сейчас не только про постель, да, естественно, это все входит. Я думаю, вы сейчас, ну, я не знаю, конечно, может быть, я ошибаюсь, но почему-то мне сейчас такое ощущение, что вот вы сейчас слушаете, кто меня слушает, да, до конца. Ну, точно так же, как-то с замиранием сердца, может быть, слушаете, да, напишите, ребят. Почему-то вот, ну, такой сегодня трепетный расклад. И я пытаюсь вот до вас донести всю эту энергетику, которую я чувствую, которую я вижу, которая вот идет мне, ну, как бы от высших сил, да, потому что я проводник, а Таро — это просто мой инструмент. Я считываю то, что мне дают высшие силы. С этой женщиной вам просто захочется не просто горы сворачивать, вам захочется вот быть самим собой. Вам не нужно будет где-то притворяться, где-то зажиматься, где-то ужиматься, где-то наступать на свою гордость. Вот вы будете с ней такой, какой вы есть. И что самое интересное, у кого-то из вас она уже есть в вашей жизни, как я уже говорила, а кому-то, может быть, она придет вот в ближайшее время, да, вот она войдет в вашу жизнь, такая женщина, она может уже, кстати, у кого-то из вас может проиграться, что она за вами уже так подсматривает, присматривается, вот как я говорила, да. Поэтому смотрите, переворачивайте информацию под себя. Ну, очень интересная дама, очень многообещающая такая, которой вы будете по-настоящему дороги и которой вы будете дорожить. Хоть сейчас для вас это может быть какой-то нонсенс, это может быть казаться, что да, что-то нереальное, да. Но я вам могу сказать, вот этот вот огонечек, который будет между вами гореть, он будет разгораться со все большей и большей силой. Потому что вы оба будете подбрасывать дровишки в эти ваши отношения. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!